В самом сердце Китая, на территории автономного региона Внутренняя Монголия, раскинулось одно из самых суровых и неприветливых мест планеты — пустыня Кузучи, которая на протяжении долгого времени считалась практически безжизненной и бесперспективной. Однако именно здесь развернулась история, ставшая символом преобразования, упорства и веры в возможность возрождения даже самых истощенных земель. Все началось в 1958 году, когда правительство Китая выдвинуло необычную и, на первый взгляд, дерзкую инициативу, направленную на борьбу с опустыниванием, улучшение экологической ситуации и повышение уровня жизни местного населения. И ключевым элементом этого плана стало переселение миллиона кроликов в пески пустыни, что впоследствии дало результаты, поразившие не только страну, но и мировое сообщество. Идея заселить бесплодные земли множеством небольших животных выглядела странной и даже абсурдной. Однако именно такие нестандартные решения нередко становятся двигателем прогресса, ведь они требуют смелости, отказа от шаблонного мышления и готовности проверять новые концепции, даже если они кажутся нелепыми, и в данном случае выбор пал на кроликов-рексов, животных, которые оказались не просто частью эксперимента, а его настоящими героями, сумевшими повлиять на судьбу целого региона. В эпоху, когда человечество все острее сталкивается с последствиями изменения климата, деградацией почв, истощением ресурсов и расширением пустынь, китайский опыт приобрел особое значение, превратившись в наглядный пример того, как комплексный подход и взаимодействие человека с природой могут дать ощутимые результаты и послужить уроком для других стран, стремящихся восстановить собственные экосистемы. Одной из ключевых причин выбора именно кроликов стала их удивительная способность адаптироваться к засушливым условиям. Кролики-рексы отличаются высокой плодовитостью, выносливостью и умением выживать при дефиците воды. Они способны питаться грубой и скудной растительностью, что делает их подходящими для жизни в пустынных районах, а селекционеры, работавшие над формированием этой породы, учитывали множество факторов — от устойчивости к заболеваниям и общего здоровья до скороспелости и репродуктивных качеств, в результате чего был получен вид, лучше приспособленный к сложным климатическим условиям. Эти животные не только быстро размножались, но и демонстрировали способность оперативно адаптироваться к новым источникам пищи, включая сухие травы и растения, произрастающие в пустыне, а их поведение в процессе поедания растительности способствовало поддержанию экологического баланса. Удаляя доминирующие виды растений, кролики освобождали пространство для более разнообразной флоры, тем самым стимулируя восстановление биологического разнообразия. К 2017 году численность кроликов-рексов в пустынных районах Китая достигла впечатляющей отметки в 4,5 миллиона особей, что стало результатом масштабных программ разведения и постепенного реинжиниринга экосистемы. При этом проект оказал значительное влияние не только на экологическую ситуацию, но и на экономику региона, поскольку объем производства, связанного с кролиководством, достиг 560 миллионов юаней, или примерно 80 миллионов долларов США, став серьезной финансовой поддержкой для местных фермеров и пастухов. Жители региона начали разводить кроликов не только ради мяса, но и ради ценного и востребованного на рынке меха, который стал основным источником дохода для многих семей, создав новые рабочие места и запустив развитие целых предприятий, специализирующихся на производстве и продаже меховой продукции. А благодаря государственной поддержке фермеры получали субсидии, льготные кредиты и доступ к образовательным программам, обучающим современным методам разведения и ухода за животными, что позволило за короткое время существенно улучшить уровень жизни сельских общин. Одним из самых впечатляющих результатов проекта стало постепенное превращение пустыни в оазис. На землях, где раньше простирались лишь пески, начала появляться растительность,
И этот процесс был медленным и требовал комплексного подхода, включавшего создание устойчивой экосистемы, в которой кролики играли ключевую роль, а также внедрение агрономических стратегий, таких как севооборот и комбинирование культур, направленных на повышение плодородия почвы. Кролики стали частью пастбищной системы, обеспечивая почву натуральными удобрениями и улучшая ее структуру, что способствовало накоплению влаги, прорастанию новых видов растений и дальнейшему росту биологического разнообразия. При этом фермеры смогли снизить расходы на химические удобрения и повысить продуктивность своих земель, а повышение уровня экологической грамотности населения сыграло решающую роль в успехе преобразований. В регионе начали формироваться группы экологически осознанных фермеров, которые делились знаниями, распространяли практики устойчивого землепользования и выступали катализаторами изменений. Параллельно проводились тренинги и семинары, объясняющие важность работы в гармонии с природой и достижения общих экологических целей. Существенные изменения произошли и в социальной сфере. Люди стали реже покидать родные места в поисках лучшей жизни, улучшились показатели образования и здоровья, укрепилась безопасность и сплоченность общин, а обмен опытом между фермерами, поддержка научных сообществ и создание координирующих организаций способствовали формированию новой культурной среды, основанной на сотрудничестве и ответственности. В школах и образовательных учреждениях появились занятия, посвященные экологии, природе и устойчивому сельскому хозяйству. Дети учились на реальных примерах, осознавая важность сохранения окружающей среды, а программы по уходу за кроликами и мастер-классы по переработке меха стали популярны среди молодежи, породив новые творческие и предпринимательские инициативы, которые не только стимулировали экономический рост, но и укрепляли культурную идентичность региона. Несмотря на достигнутые успехи, проект продолжает развиваться. Ученые исследуют новые способы улучшения условий для животных и дальнейшего восстановления экосистемы, включая идеи интеграции кроликов в более широкий сельскохозяйственный цикл с посадкой растений, улучшающих структуру и питательные свойства почвы. При этом кролики все активнее используются в образовательных программах для молодежи, формируя у будущих поколений понимание принципов устойчивого развития. Китайское правительство поддерживает аналогичные инициативы и в других регионах страны, рассматривая восстановление экосистем с участием животных как важный инструмент борьбы с изменением климата и истощением природных ресурсов. А успех проекта в пустыне Кузучи привлек внимание экологов со всего мира, став примером для стран, сталкивающихся с проблемами опустынивания. Этот опыт активно обсуждается на международных конференциях и симпозиумах, используется в научных исследованиях и статьях, посвященных переселению животных и экосистемным преобразованиям. И сегодня, спустя десятилетия после начала смелого эксперимента, можно с уверенностью сказать, что кролики стали не просто частью местной экосистемы, а символом надежды, настойчивости и изменений, которые возможны даже в самых суровых условиях, напоминая о том, что иногда именно самые маленькие создания способны привести к самым большим переменам в мире и показать, насколько важно беречь природу ради будущих поколений. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.